Благотворительность. Я последние 2 года погрузился в биржевую торговлю, ракех, и никак не могу прийти к успешной, стабильной торговле. 2 года сплошные потери. Может, правда, как пишет один коллега, рынок – это дьявольское изобретение. Богу Богова, кесарю Кесарева. Играя на рынке, мы проигрываем душу. Свою душу. К сожалению, это так. И это правда. Единственный выход для меня – это жертвовать на храм. Но кармических последствий это не убирает. А как тогда насчет многовариантности судьбы? Неужели нельзя обеспечить торговлей на бирже свою жизнь? Все эти сказки про миллиардеров – миф. Или надо убрать из подсознания саму идею обогащения и поставить туда идею помощи ближнему. Я не теоретик и не начинающий, все, о чем пишу, прочувствовано на собственной шкуре и не 100 раз. В чем, по-вашему, должен заключаться мой выбор? Вы у меня спрашиваете, в чем, по-моему, должен заключаться ваш выбор? Неужели я или кто-то другой в состоянии указать истинную стезю? Это известно только вашей душе. Я же могу лишь оценить ошибки, причем только субъективно. Вы пишете, единственный выход для меня – это жертвовать на храм. Я, конечно, понимаю, что сами-то не считаете это единственным выходом. Но с чего вы взяли, что пожертвование можно вообще рассматривать как выход? Приверженцы не Бога, а маятника религии внушили вам, что отдавая деньги на храм, спасете свою душу или избавитесь от каких-то там кармических проблем. Любой истинный служитель Бога скажет, что индульгенцию нельзя купить ни за какие деньги. Давайте называть вещи своими именами. Маятник религии – это не Бог. Храм нужен не Всевышнему, а маятнику. Бог не нуждается в ваших пожертвованиях. Если вы рассматриваете пожертвования в качестве решения своих проблем, значит пытаетесь заключить с ним сделку. Благотворительность может устранить избыточный потенциал накопленных денег, если у вас имеется избыток залежавшихся средств. Но поскольку вы занимаетесь биржевой торговлей, застоя в финансах скорее всего нет. Благотворительность является добрым делом, в истинном смысле только в том случае, если она искренна. Например, богатый человек помогает детскому дому, но сам там никогда не бывает. В таком случае это не доброе дело, а сделка. Его помощь направлена индифферентно, служит красивой идее, обрамленной благочестивой фразой «Я помогаю детям», но побуждение этого человека не искренне. Он не нуждается в общении с детьми, которым оказывает помощь, а потому не любит их. Он ценит себя, помогающего детям. Но, допустим, а разве плохо, что этот человек помогает, не любя, не искренне? Неплохо, все здорово. Только не следует надеяться, что это каким-то образом ему зачтется. Он может повысить свой рейтинг в общественном мнении, но душа его не получит ровным счетом никакой компенсации. Лучше искренне любить себя, чем неискренне других. Я бы даже сказал, что любить себя совершенно необходимо. Вот вы пишете, или надо убрать из подсознания саму идею обогащения и поставить туда идею помощи ближнему. Не надо насиловать себя этими идеями помощи ближнему, если вы не чувствуете искреннего побуждения. Напротив, займитесь именно своим обогащением. Вот это вы делаете искренно, и нечего стыдиться. Не обращайте внимания на вопли приверженцев маятника, которые навязывают вам свои духовные ценности. Помните, по-настоящему духовные личности никогда не будут вам ничего навязывать. Первейшей духовной ценностью для вас является ваша душа. Отвернитесь от маятников, повернитесь к вашей душе и займитесь собой, например, своим обогащением. Только вот подходить к этому обогащению нужно совсем не оттуда, откуда пытаетесь вы. Душа хочет не денег, а того, что можно на них купить. Вы точно знаете, чего хотите? Скорее всего, нет. Вот и спросите себя, чего на самом деле хочется от жизни. Что превратит вашу жизнь в праздник? Определите свою цель. Ваш разум решает эту задачу в лоб. За деньги можно купить практически все, следовательно, надо идти прямиком туда, где лежат эти деньги. Но вся беда в том, что душа тоже действует по-своему в лоб. Она не разделяет стремление разума к деньгам. Она вообще не понимает, что это такое, поскольку не умеет мыслить абстрактно.
Поэтому душа не станет союзником разума в добывании денег. А разум без души бессилен, так же, как и душа без разума. Что же тогда делать? Определить свою цель и двигаться к ней, не думая о средствах достижения этой цели. Средства сами найдутся, вот в этом весь фокус. Другими словами, если душа и разум двигаются к своей цели рука об руку, перед вами открываются двери, которые раньше казались неприступными. Можно ли считать игру на бирже вашей дверью? Не берусь судить. Вы пишете: «Никак не могу прийти к успешной, стабильной торговле. 2 года сплошные потери». Делайте выводы сами. Миллиардерами становятся именно те, кто двигается к своей цели, а не к деньгам. Когда человек двигается к ней через свою дверь, его душа поет, а разум удовлетворенно потирает руки. Доставляет ли игра на бирже радость вашей душе? Дает ли это занятие удовлетворение разуму? На эти вопросы вы должны себе ответить сами.